в очень интересном. Он невероятно крошечный, он всего 19,6 квадратных метров. Как вообще появился этот этаж, которого не было раньше? И легким движением руки может превратиться... Дизайнер задумал. Мы специально заморочились и изготовили... Да, ощущение у всех, что это шкаф. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Привет, привет. Заходите в наше небольшое пространство, но очень симпатичное. Пространство реально небольшое. Скажи, сколько же здесь квадратных метров? Всего лишь 19,6. Даже до 20 не дошло, но поместилось многое. Меня зовут Дадык Полина, я дизайнер интерьеров. Еще я преподаю в современной школе дизайна на курсе компьютерного проектирования. Также у меня есть своя студия, где я делаю дизайны жилых общественных интерьеров в любой стилистике и с любым бюджетом. Еще я очень увлекаюсь фотографией и создаю очень интересные фотоживописные проекты. Сегодня здесь мы с вами находимся в интерьере в очень интересном. Он невероятно крошечный, он всего 19,6 квадратных метров. Но мы попытались в этом пространстве вместить все. У нас тут и шкафы, и хранение, и большая кухня, и полноценный стол. Ну, и мне кажется, у нас тут все очень даже неплохо получилось. Когда приобреталось это помещение, здесь уже стояли перегородки и была зона санузла. Она была частично выполнена, но мы сделали небольшой демонтаж. Потом расскажу позже. А так можно было делать, да? Да, так можно было делать. Это не квартира, это апартаменты. Здесь вообще можно многое. А расскажи немножко про дом, он такой необычный. Что здесь было? Слушай, я прям точно сказать не могу, но точно знаю, что это был раньше какой-то закрытый завод, возможно, военный. Очень долго здесь были офисные помещения, они сдавались на маленьких кусочках, маленьких площадях, и был прям такой настоящее пространство, где сидела на входе тетушка, которая кричала и ходють, и топчуть, и топчуть. Но потом здесь сделали большой апарт-комплекс, называют его бизнес-сегмента, спорно, но все-таки получилось красиво. Провели большую реновацию, поменяли всю коммуникацию, отопление, вентиляцию, облагородили фасады и сделали потрясающую эксплуатируемую кровлю. Летом здесь можно прям невероятно почилить, полежать на лежаке, попить какао, то есть посмотреть на всем город. жильцам выдают Всем жильцам ключи. Абсолютно бесплатно, без всяких доплат, ты можешь подняться и это провести класс. приятный вечер. Да. Как вообще появился этот этаж, которого не было раньше? Да. Он появился только в 22 году. На самом деле этажей было на один меньше. Но в 22 году, когда помещение решили сделать апарт-комплексом, решили, что слишком высокий первый этаж, и его поделили ровно пополам и добавили еще один. И мы сейчас с вами находимся на антресоле. А на какой высоте? Я так предполагаю, смотри, здесь у нас сейчас высота 2,8 потолков. И вот эта классная конструкция, и это существующий потолок, да. Причем он сыграл доминирующее значение в интерьере, потому что ты когда заходишь, первое, на что ты обращаешь внимание, да, это на него. И, естественно, когда я пришла с заказчицей в помещение, я тоже увидела прежде всего его. Еще кое-что, но об этом вы узнаете чуть позже. А вот как раз расскажи про заказчицу. Для кого создавался этот интерьер? Заказчица – это студентка. Она искала долго дизайнера, и она очень хотела, и я так понимаю, что долго выбирала локации. И маленькая площадь ее не смущала, потому что приоритет было местоположение. Ей хотелось чего-то яркого и в то же время спокойного. И я думаю, что мы здесь постарались замиксовать. То есть у нас здесь есть и яркие акценты цветовые, как, например, красный, который сложно назвать спокойным. И в то же время у нас базовые, очень спокойные стены, выполненные в штукатурке. Она рельефная, и она создает ощущение такой камерности и уюта. Значит, ей хотелось чего-то яркого и в то же время спокойного. И мы замиксовали, мы сделали яркие акценты, они у нас в
перегородки, немножко в мебели, в декоре всяком разном и базовые спокойные нейтральные рельефные стены. Стены мы специально делали рельефными, чтобы создать ощущение какой-то пещеры и приватности, да, чтобы человек, приходя вечером, мог включить свет, а его здесь много и разного, и абсолютно разные сценарии освещения, и почувствовать себя вот в своем таком убежище, в своем логове, в своем домике. Но я думаю, что мы с этой задачей справились. Также наш потолок, он тоже начал влиять на интерьер, и вообще я хочу сделать такое небольшое лирическое отступление, что, собственно говоря, приходя в любое помещение, дизайнер прежде всего должен не себя в него вписывать, а работать и с потребностью заказчика, и с самим интерьером. Это очень важно. То есть сама форма, она очень часто диктует какие-то решения. Но тут очень сложный интерьер, потому что я вижу очень много несущих перегородок, да, с которыми пришлось работать, и никуда их не деть. Ну, как раз я бы не сказала, что здесь так много перегородок. Вот этой перегородки не было. Достроили. Мы ее достроили. Почему мы ее достроили? Потому что здесь у нас очень большая шахта. Эта шахта, когда мы пришли в помещение, здесь просто стояли трубы, торчала арматура с потолка, ну, в общем, вид был такой достаточно плачевный, и мы ее зашили в шахту гипсокартоном, сделали лючок, и специально возвели эту перегородку, она была возведена. Она была возведена для того, чтобы зонировать, отсечь пространство прихожей и общей зоны, сделать какую-то графику, опять-таки, да, то есть мы попытались повторить сложную форму потолка и возвели ее уже не в другой плоскости, и в то же время мы смогли поиграть размером, то есть мы смогли вытащить шкаф вперед, так, чтобы он не просто своим боком торчал, и мы заходили в торец шкафа, а чтобы мы заходили уже в какое-то решение стилистическое и дизайнерское. Вот. И мы, вымеряя, подбирая мебель, уже выстраивали перегородку, да, согласно тому, что мы закупили. Давай начнем с прихожей. Мы можем начать с мебели, и у нас тут есть вешалка, есть секция для головных уборов, есть для уличной одежды. Скажи, а дверь вы тут меняли или она от застройщика? Нет, дверь у нас от застройщика. Кстати, мне кажется, весьма достойная. Она, кстати, тоже soft-touch. А вы перекрашивали? Или? Мы ее не перекрашивали. То есть это она в таком цвете уже от она застройщика? прям вписалась. Мы ее не перекрашивали, мы под нее коврик подобрали. Вот он очень нам подходит по цвету. Дверь осталась от застройщика, и мне кажется, нет никакого смысла ее менять, она тут хорошо села. Здесь мы делали вот эту дверку. Эта дверка у нас в эмали, она рельефная, плюс-минус подходящая, ну даже не плюс-минус, а действительно подходящая по цвету. И она тоже за счет того, что это эмаль, она очень тактильна. Если тот шкаф функционально мы видели как именно для верхней одежды, то этот шкаф, скорее всего, она бы использовала непосредственно заказчица, я имею в виду, она бы использовала уже для своей повседневной одежды. У него 3 секции, у него очень интересная форма. Эта форма, опять-таки, все завязано одно с другим. У нас какая-то концепция, и ты эту концепцию начинаешь как бусинки нанизывать одно на другое. Если вы обратите внимание, что у нас на потолке есть радиусы. Эти радиусы большинство жителей дома превращали в четкую геометрию. А я, наоборот, подчеркнула это. И это во многом повлияло на форму. То есть вот эта пещерка, вот это мягкие формы, вот эти радиусы. И радиусы повторяются и здесь. Да, то есть я специально долго искала компанию, которая может изготовить радиусный фасад большой высоты, потому что в основном мы сталкиваемся с ограничением, они в основном, какой-то там, либо под кухню 900, где-то такая высота, либо это какие-то просто уж совсем баснословные деньги. Нашли. Какая высота у этого шкафа? У этого шкафа высота, если мне память не изменяет, около 2 метров. А глубина? А глубина 55. У нас есть секция для полок. И у нас есть центральная секция. Здесь у нас вешала, полки для, возможно, чемоданов или что-то такое. Нижняя секция, может быть, корзина для белья или просто какое-то хранение. И у нас здесь есть тоже интересная особенность. Мы сделали здесь подсветку. Прям в петлях? Прям в петлях. Как это так? Вот такие вот мы фокусники. Расскажи, что да, за я поделюсь лайфхаком со зрителями. Такие петли можно заказать
прекрасном интернете. Прям задать запрос, нам нужны петли с подсветкой. Да. Единственное, что нужно предусмотреть, там есть 2 типа открывания, какая у вас петля, внутренняя или внешняя. Ну, то есть надо вывод проводки продумать? Нет, они на батарейках. А В этом и есть прикол. А что за батарейки, как в часах? Эти Там таблетки? мизинчик. Он там Ничего спрятан, себе. да. Пользуйтесь. Надо взять на заметку, Да, это действительно просто проводка. Проводка это в нашем случае было не совсем желательно. Почему? Потому что у нас вот эта вся сторона, она несущая. Нам нужно, мы тут любое штрабление, мы его старались исключить. То есть вы вообще не делали никаких Мы делали, но штроблений? только то, что нужно. Мы делали вот только то, что необходимо. Вот. Я могу рассказать смешную историю, вы можете ее записывать или не записывать, про проводку, которая шла у от нас. застройщика? Нет, не от застройщика. Строители делали проводку, и в какой-то момент я заболела, не смогла присутствовать и не видела трассу. И потом уже пришла, когда стена была штукатурена. Она была штукатурена, она была сделана, все было классно, и у нас по всему интерьеру присутствуют птички. Они у нас здесь тоже как сидят, гнездятся в разных местах, и в том числе есть на входе. И примеряя, значит, где же у нас тут будет очень удобная вешалка для сумок, для шапок, мы ее примеряли, в общем-то, путем прикладывания головы птички, и мы решили, что вот, это идеальное место, прям нужная высота, птичка будет здесь. Отважно вкрутили, классно, все, птичка висит, все супер. И потом приезжает прораб такой: вам очень повезло. Ровно здесь, ровно в этом месте идет вся проводка. То есть миллиметр вправо, миллиметр влево, это могло закончиться фатально. Хочу дать совет, чтобы не случалось таких историй, как у нас с птичкой. Обязательно просите прораба и строителя, электрика указания точных трасс, местоположения. У нас буквально, да, случилась просто заминка в несколько дней, и она могла быть фатальна. Поэтому, если у вас есть возможность, запросите, чтобы у вас было четкое понимание, как проходит электрика. Карта электрики. Карта, да, карта электрики, все верно. Давай теперь, наверное, раз мы оказались на кухне, про нее поговорим. Да, давай. Кухня такая здесь вместительная, да, для 19 квадратных метров. Да, кухня, мне тоже кажется, я согласна с тобой, что она получилась, ну, прям большая, прям полноценная. Мне кажется, даже у меня дома меньше. Давай начнем с какого-то угла, давай начнем, допустим, с этой стороны или с этой стороны. Мы можем начать с самого гарнитура. Давай. Из чего он сделан? Сам гарнитур, он сделан тоже из МДФ и пленка. Здесь мы тоже немножко хитрили и особо не бежали вот в данном случае не бежали за ценой, потому что белый чаще всего самый дешевый, и он самый практичный, и он самый легкий в интерьере. Да, то есть белый, его многие боятся, а напрасно, потому что белые и светлые оттенки, они, во-первых, добавляют воздуха в пространство, оно становится визуально больше. Во-вторых, в данном случае мы еще опять-таки пытались на кухню не делать глобальный акцент. Она у нас плюс-минус со стенами сливается и не выглядит. Ну да, прям, не выделяется. Да, не выделяется. То есть как бы жить совсем на кухне не хочется. Поэтому у нас кухня, она не то чтобы кухня. У нас кухня как какой-то своеобразный арт-объект. То есть мы сделали акценты не столько на кухню, сколько, например, мы попытались увести от представления кухни и сделали очень классный стальной фартук. Это сталь, это какой? Это настоящий стальной лист. Да, мы его делали на заказ. Он был четко под размер. И более того, чтобы его еще возвести, это мы сразу на стадии проектирования заложили. У меня здесь есть тоже лайфхак, которым я очень хочу поделиться со зрителями. Про эту кухню вообще много что могу рассказать, потому что она реально продумывалась так, чтобы ну вот каждый миллиметр работал, чтобы здесь ничего не простаивало просто так. Так вот, возвращаемся к лайфхаку. Чтобы минимизировать штрабление, чтобы сделать дополнительное хранение, чтобы увеличить рабочую поверхность, мы сделали, если вы видите, да, мы сделали небольшую перегородку. Вот Выступ. ее высота, это выступ, да. А из чего сделали Мы перегородку? его сделали из гипсокартона. Да, из гипсокартона. Вот, мы его сделали закладные, все, мы молодцы, вывели электрику, вывели коммуникацию, а коммуникация от застройщика, она была не в этом месте, а застройщик предполагал, что жителю
А парта хватит вот этой кухни. Вот так она шла, и вот это была кухня. Все, вот как бы вот такой маленький, либо Г-образный, либо просто вот такой маленький пятачок. Мы решили, что нет, мы геометрию полностью поменяем и сделаем кухню, развернем. И мы ее развернули. Коммуникации мы перетащили. Так вот, возвели мы эту перегородку, и благодаря ей нам удалось сделать хранение. У нас полка сделана на заказ по моему эскизу, четко выверенная в размер, подходящая под верхние навесные шкафы кухни. И что нам это дало? Представим, что все это лежит на столе, да, на столешнице. То есть мы, получается, у нас вроде столешница длинная, но по факту и в большинстве квартир так и выглядит. По факту у нас рабочим становится только вот этот вот пятачок. В данном случае все 60 сантиметров мы можем использовать полностью. Так что полка... Плюс это разгрузило немножко фартук. Это разгрузило фартук. Это дало дополнительное хранение, потому что у нас здесь практически все, что нужно, вот так для 1-2 жителей, мне кажется, здесь уместится. Ты сразу все видишь, у тебя все на виду, тебе все удобно, легко взял, помыл, поставил. Вот. Ну или просто какие-то специи там да, можно те же держать, самые чтобы специи, готовить. да, те же самые специи, вот они у нас тут, кстати, имеются. Вот, значит так. Что у нас еще по кухне? Столешница еще. Столешница классная, ой, столешница. Столешница, между прочим, стоит почти столько же, сколько кухня. А сколько стоит кухня? Кухня стоила у нас без сборки 80, а столешница стоила 50. Ого, а из чего же столешница? И это искусственный камень. Искусственный камень – это действительно дорогое удовольствие. Это не ЛДСП, да, не пленочка. Но оно и более надежное. Она невероятно надежная, она легко поддается реставрации, она на ощупь тактильная, то есть она на ощупь как камень. И с ней можно делать все, что угодно. Короче, да, она совершенно меняет, как по мне, ну и как заказчицы, меняет пространство. То есть это прям, мы точно знали, что наэкономить на столешнице мы не будем. И также это корейский камень, и также из камня мы выполнили и мойку, да. Мойка из камня. А она тоже подклеена снизу? Она с подклейкой, естественно, дизайнер же думал. Мало ли, дизайнер же думал. Не, на самом деле, мне кажется, невероятная зануда в работе. И каждый раз, когда я пытаюсь какое-то пространство продумать, я максимально предусматриваю все возможные варианты. Вот все места, где будет, возможно, неудобно. Я стараюсь их убрать, если есть на то возможность. Нижняя подклейка, естественно, мы сразу, смахнули и забыли. Все. И у нас никаких проблем. У нас смеситель сразу с выводом с водой. И внизу мы установили фильтр очистки воды с обратным осмосом. Сразу удобные закупили хранение. Ты как дизайнер даже этого решила проконтролировать, чтобы некрасивые занудство вот эти все полное, штучки. Потому что оно, все, что красиво, это одно, еще и должно быть удобно. И когда ты этот микс собираешь на каком-то проекте, а желательно на каждом, то, собственно говоря, ты получаешь настоящее удовольствие. Так, что еще про нее рассказать? Расскажи, есть ли вытяжка? Я вижу, есть... Вытяжки нет, мы ее сразу убрали, и об этом даже не было разговора. Во-первых, мы говорим про хранение. Смотри, у нас здесь получается, 3 классных шкафа. Так, вытяжка – это -1 сразу. Ну, а если что-то готовить? Вот если что-то писать 100%. Если что-то готовить, будет вонять. Давай будем честны, с вытяжкой тоже будет вонять. Любая хозяйка это подтвердит. Рыбу лучше готовить в гостях, а дома ее не готовить. Здесь на самом деле не предполагалось большой готовки, то есть тут не семья из 3 человек, кашеварить никто не будет. Открыл окошко и сразу проветрил. Вытяжка у нас прям сразу, она даже из ТЗ была выкинута. К счастью, мы понимали, что это нецелесообразно. Она не спасет. Профессиональная вытяжка, она будет очень гудеть, и она будет, все равно на такой площади будет пахнуть. Поэтому готовить здесь нужно по минимуму. Кстати, из-за этого мы плиту выбрали небольшую, на 2 комфорки, потому что, собственно говоря, зачем? Что тут накашеваривать? А расскажи, вот это маленькая такая духовка или это маленькая духовка, да, это не духовка. А здесь мы тоже, это был такой компромисс небольшой. Мы хотели и долго выбирали, будет у нас духовка с СВЧ. И в итоге мы все-таки выбрали просто СВЧ.
Без духовки Без вообще. духовки. Мгм. Но многофункциональная. Но она То есть какая-то это- очень маленькая. Она как бы все умеет, она умненькая. Она не маленькая, она стандартная. Да, с виду как будто меньше Она, именно я бы даже сказала, окошко её. ну, на самом деле, абсолютно прям обыкновенная. У нее, знаешь, может быть, что немножко смущает или меняет пропорции, что в основном, если ты обращала внимание, в маленьких апартаментах ставят просто отдельно стоящую СВЧ. А Да. в данном случае она встроенная. То есть она не где-то стоит, не занимает Ну, чтобы, место. да, место А лишнее она, да, не она у нас забирать. прячется вот по этой стороне. Здесь у нас предполагается ящики выдвижные для хранения кастрюлек каких-нибудь, бытовой утвари. Здесь будут приборы, да, ну или в данном случае они пока стоят здесь. Здесь тоже будут какие-нибудь, возможно, храниться овощи, фрукты, а посуда, ну, наверное, будет здесь, либо, может быть, здесь, ну, как хозяин решит. Мгм. Что здесь еще могу рассказать? Мы разбили на 2 цвета, и мы попытались опять-таки кухню немножко скрыть. То есть у нас здесь все светлое и идет большое хранение сверху. А хранение сколько в глубину вот это верхнее? Хранение в глубину 40. Оно открывается, оно все на типонах. Ой, вру, вот здесь. Оно на типонах, оно дружка к дружке открывается. И, честно сказать, мне кажется, ее можно использовать не только под кухню. И я бы Ну, даже учитывая, сказала, что маленький- скорее не под кухню. Ну да, маленький Мне кажется, метраж. здесь будут и коньки, и книжки, и все на свете, и здесь будет жить. А кухня, вероятно, будет здесь. Она и визуально отделена цветом, она и геометрию повторяет помещение, и она и в то же время показывает, ну, собственно говоря, по высоте удобная. У этой кухни тоже есть удобный нюанс, про который я хочу рассказать. Мы сэкономили на ручках, мы их здесь не делали, мы просто сделали свес. Ну, цепляешься, открываешь, закрываешь, все. И не пачкаешь И не фасад. Да, ну как бы, смотря как ты будешь браться, я думаю, если уж прям совсем масляными руками, то придется поубирать. Но в целом, да, то есть ты можешь цепляться просто за нижний край, и тогда у тебя не будет пальчиков, да. Здесь тоже софт-тач, тоже все можно нежно потрогать и погладить. Еще есть холодильник. А, ну да, Причем- холодильник решили не встраивать. Причем вот есть места, про которые ты каждый раз думаешь, и думаешь, да или нет. И в данном случае решение нашлось достаточно легко. Зачем нам его встраивать, если у нас все равно белая кухня? Ну, белая, и холодильник то есть как бы больше. и он белый, да. Во-первых, у него вместимость больше. Ну, у него и так, кстати, вместимость больше. Он чуть-чуть выдвинут вперед, у него не 60 глубина, а 65. И он вписывается по цвету, и в размер мы его вписали, соответственно, у нас холодильник и кухня, все было взаимосвязано, то есть мы уже эти высоты высчитывали относительно эргономики и относительно высоты холодильника, предусмотрели вентиляцию, ну и вот он стоит отдельно стоящий. Ну, меня не смущает, не знаю. Главное, чтобы было заказчице Может быть, удобно. кто-то из зрителей скажет, да что же вы себе такое могли позволить, а мы взяли и смогли. Давай расскажем про барную стойку-стол. Да, Да, видимо, с давай. зону. Тоже она под заказ, да, необычный Она, цвет. смотри, я про нее расскажу, да, она полностью вся под заказ. Она тоже высчитывалась по высоте. Мы старались сделать так, чтобы было удобно и надолго, и в любом сценарии. А какая высота? У нее высота 900. Как и у столешницы на кухне. плюс-минус. То есть, во-первых, ты можешь здесь и готовить, если народу много. Ты здесь можешь и работать. Ты здесь можешь и тусить. И если, например, ты устал сидеть, вот я из опыта могу сказать, я как человек, который очень много сидит за компьютером, я устаю сидеть. Здесь я могу даже стоя какое-то время поработать. То есть мне это удобно. И пригласить команду, и потусить с этой стороны, с этой стороны. Так вот, возвращаемся. Значит, она к материалу. Она у нас выполнена из натурального дерева, и она покрыта тоже софт-тачем. То есть это тоже на заказ. Причем мы сохранили текстуру дерева, то есть у нас тут не глубокое покрытие. Если присмотреться, то структура дерева видна. И на ощупь она очень приятная, она прям бархатистая. И еще нужно понимать, что софт-тач – это краска, которая очень долговечная. То есть ее не так легко повредить. Обычная эмаль гладкая, ее намного легче поцарапать, и она начинает, появляется, даже не шагрень, а появляются просто такие царапки на поверхности. Здесь этого не произойдет. Стулья у нас тоже из натурального дерева.
Они на заказ покрашены, потому что на фабрике таких цветов нет. Они есть только белые, черные, дуб, ну что-то такое. Мы хотели сделать акцентные вещи, и мы заморочились, мы отвезли, и нам в камере покрасили. Форма у них необычная, и они очень компактные. То есть здесь все компактные, в том числе здесь компактные стулья. Они очень маленькие, но в то же время, если попробуйте, на них сидеть прям Вот если долго сидеть на них, знаешь, я пробовала, можно на них сидеть долго, ножки сюда, а еще там есть, на всякий случай, сейчас я его достану, опа, здесь есть еще дополнительный все продумано. маленький стульчик, который поможет, если что, ножки поменять местоположение ног при длительном использовании. Если помещение маленькое, если есть разные сценарии, если иногда нужно быстро кого-то куда-то убрать, например, для уборки, мы продумали даже высоту. Мы стульчик можем хоп-хоп и в один миг полностью спрятать. Он прям миллиметр в миллиметр подходит. Такие дела. Ох! Розетки. Это история про розетки. И зеркало, соответственно. И зеркало, да. Это была дилемма. Мы здесь решали, мы здесь как из анекдота. А вы бороду куда кладете? Под одеяло или над одеяло? И мы думали, у нас розетки будут над столом или под столом. Ну и победила история над столом. Мне кажется, над удобнее, ты видишь, куда втыкать. Да. Ну, как бы зато появилась история для вас. Так. А история заключалась в том, что, ну, как вы видите, мы очень хотели поработать с пространством, мы очень хотели сделать зеркала. Да, зеркала в таком помещении – это прием, который, ну, пожалуй, знает даже любой новичок в дизайне. Да, зеркала увеличивают пространство. Я думаю, ни для кого я не открою тайное знание. И здесь мы тоже применили зеркала, применили осознанно и сразу подвели под высоту столешницы, чтобы визуально столешницу сделать просто невероятной длины. Она туда уходит в бесконечность и добавляет визуально, ну, как минимум 5 метров. И вот у нас уже и не 19,6 вовсе. Ну так вот, сложность заключалась в том, что очень хотелось, чтобы была возможность управлять светом, очень хотелось бра для вечернего отдыха, для чила, очень хотелось розетки, да, но в то же время не хотелось зеркало делать не доходящим до столешницы. Ну так вот, зеркало мы не с первого раза установили. То есть какой-то был У нас косяк. На самом деле, да, мой совет, если вы делаете зеркала, пусть и простой формы, но с отверстиями, обязательно пусть это делают специалисты, ну, с фабрики. На заводе. В общем, да, те, кто непосредственно всегда работает только с зеркалами. Потому что в нашем случае было целых 2 раза «ой». То есть 2 раза разбивалось? 2 раза, оно, к счастью, никто не пострадал, оно даже не 1 раз разбилось при установке, а 1 раз оно лопнуло в какой-то момент спустя там, пару дней. То есть пошла трещина вот в этом месте. Вот, поэтому зеркало бояться не стоит, применять его нужно, оно реально очень классное, оно очень классно меняет пространство, но если мы делаем отверстие, причем самое удивительное, что я не в первом проекте использую этот прием, но именно в этом проекте случилось «ой». Ну, тут много факторов могло сыграть, и то, что монтаж делали непосредственно мы сами, и то, что, возможно, мы немножко не довыравнивали стену, ну, в общем, зеркала... Совокупность факторов. Совокупность факторов сыграла, да, не в нашу пользу, но проблему мы решили, и вот оно красивое стоит. У In My Room есть свой телеграм-канал, где вы можете увидеть очень интересные идеи для своих интерьеров, найти скидки и акции и увидеть анонсы будущих выпусков. Ссылка в описании. Ну и давай завершим этот рассказ про сценарий освещения в этой зоне, да? В этой зоне, давай. Называть этой зоной. В этой зоне. Да, ну если ее так можно назвать. Да, давай. Смотри, у нас здесь, я давай вырублю все и буду по чуть-чуть включать. Вырублю даже брашку. Вот такая у нас история. У нас здесь 4 выключателя, и они дают невероятное количество возможностей управления. Управление идет, да, по разным сторонам, и по чуть-чуть я буду включать, и мы можем видеть, как меняется интерьер, то есть разные сценарии совершенно по-разному меняют пространство.
Разделили мы право-лево, это тоже, кстати, и, может быть, кому-то будет полезно узнать, мы разделили визуально на две зоны, налево и направо. И, соответственно, левые два выключателя у нас управляют, ну, вот этой стороной плюс-минус, и правые управляют вот этой стороной. Причем, если ты обратишь внимание, мы не делали никакого, и это было тоже специально и осознанно, мы не делали никакого потолочного света. У нас единственный потолочный светильник — это вот в зоне прихожей. Это опять-таки потому, что хочется отдыха. Мы все перегружены городом, мы все устаем, нам всем хочется, чтобы нам не в глаз светило. Если обратить внимание, это часто бывает, когда ты приходишь в помещение, хочется сделать вот так вот. Вот здесь так делать не хочется. Мы подсветили пластику и форму, мы подсветили рельеф, но мы не сделали ни одного источника света, который бы нам бил прямо непосредственно в глаза. Начнем с того, что мы специально попытались даже в этом маленьком помещении визуально разделить пространство на зоны. И у нас, да, стол повернут перпендикулярно, и он визуально делит помещение на две равные части. И вытянутый прямоугольник стал более правильной геометрией, и в то же время визуально у нас там кухня, а здесь уже я вас приглашаю в нашу гостиную. Такое психологическое даже. Да, и психологическое, и не только психологическое, оно и визуально на самом деле все разделяет. Что у нас тут имеется? У нас тут мы сделали зеркало, естественно, также для того, чтобы был объем. Зеркало у нас прорезает все пространство, у нас оно туда вглубь куда-то визуально уходит, и кажется, что там еще что-то есть. Керамогранит мы повернули на стену. Он такой же, как на полу, Он правильно? такой же, как на полу, и он опять-таки тоже немножко вот, да, все это сглаживает и скручивает всю эту идею, раскручивает ее дальше. У нас здесь есть тумба. Тумба у нас любопытная, особенно внутри. В ней, во-первых, у нее очень удобное открывание, это тоже нужно предусматривать, когда проектируете мебель, что мы тянем за верхний шкаф, открываются оба. Если у нас нету ручек, для чего? Чем это удобно? Нам не нужно подтаскивать и наклоняться, чтобы зацепиться за нижний, да, чтобы открыть нижнюю полку. Здесь у нас тоже хранение. Расскажи, что внутри такой красивый. Внутри, да, внутри у нас такая красота. Мы специально заморочились и изготовили на заказ классное дно, чтобы это, как бы, знаете, из истории, что красивая одежда — это не только то, что снаружи она красивая. Красивая одежда — это когда у нее красивая еще вся изнанка. И у нас точно так же. И снаружи симпатично, а ты открываешь, а тут у тебя приятный сюрприз. Очень красиво. А что это за внутри? Это просто фанера какая-то? Это на самом деле, да, это арголит, который просто покрыт дополнительно пленкой. А это сильно удорожало производство? Нет, это незначительно удорожало, но первичная идея, а не цена. Нет, ну действительно, это красиво очень. Такой, оп, да, и приятный сюрпризик. Так, едем дальше? Да, давай расскажем. Вообще, конечно, сразу бросается в глаза эта история с окном. Да. Расскажи историю с окном. Вот мы к нему и подошли, вот мы к нему и подобрались, это мы все про зеркала. Это, конечно, сильно усложняет интерьер, что окно такое небольшое. Да, классно, что мы именно сейчас с тобой к этому подошли. Смотри, на самом деле, когда я увидела первый раз объект, я была поражена. Но, с другой стороны, я как специалист загорелась идеей это пространство вытянуть и сделать из минуса плюс. Так минус заключался в чем? Наше окно, хоть и нормальной формы, но находится в очень странном, непривычном месте. Это как раз, наверное, потому, что этот этаж разделили на два. Да, ты права. Именно из-за этого. Из-за того, что это, по сути, антресоль первого, у нас верхняя часть высокого ранее окна стала, для нас окном, который находится внизу. От застройщика здесь еще был огромный радиатор, который перекрывал вообще половину окна и блокировал доступ, то есть окно было нельзя открыть. Мы, естественно, это не оставили, мы это все дело демонтировали. А окна не меняли? Окна мы не меняли, окна такие были, они нормальные. Единственное, что мы сделали, мы немножко добавили от себя, мы поменяли пластмассовую ручку на алюминиевую. А растекловка тоже была от застройщика? Была, она была, и она по всем фасадам помещения. И эту же растекловку мы повторили вот в этой зоне. И когда до момента, пока не было приклеено и возведено зеркало, помещение казалось совершенно другой. То есть оно как-то
спрятав, оно было меньше, оно было темнее, оно было не таким уютным. Но в момент, когда мы установили зеркало, сделали точно такую же, как на окнах, раскладку, все сложилось сразу. Ну, это очень интересное решение. Но ощущение, что это шкаф. Да, ощущение у всех, что это шкаф, все, кто приходит, пытаются подтянуть снизу А на и самом открыть, деле? а на самом деле здесь просто прячется стена. То есть она вот так же выпирала над окном? Она так же выпирала, как, если обратишь внимание, вот она. Вот ее фрагмент этой стены, и она просто продолжается дальше. Здесь за зеркалом просто стена. И ничего с ней не поделать было. Абсолютно. Там мы сначала пытались как-то обойти, возможно, там, если посмотреть исходные данные, здесь есть перемычка, и как будто бы можно хотя бы чуть-чуть поднять. Но фактически нельзя. То есть опорная конструкция здания не позволяет изменить остекление. Вот, поэтому вот эта данность, и из этого, казалось бы, невероятного минуса, ну, как нам кажется, мы это очень классно мы выглядит. сделали очень даже классный плюс. Это прям эффектно. И тоже такая эффектная, тоже под заказ, наверное, полка, да? в углу? Полка, она, не могу сказать, что она под заказ. Под заказ, что с ней было? Здесь тоже она родилась в этом месте не просто так, потому что здесь было продиктовано коммуникацией, да? У нас есть трубы отопления, их перекрывать нежелательно, еще к ним очень сложно подойти, потому что, опять-таки, радиус на углы, очень сложно подогнать мебель, она бы уже стоила как чугунный мост. Вот, мы решили, что чугунный мост нам не нужен, и мы уже фактически, купив стеллаж, это, кстати, 2 стеллажа, собранные по высоте, то есть стеллаж, он где-то заканчивался, кажется, вот здесь. Дальше мы купили еще 1 стеллаж, и по месту аккуратненько с мастером мы каждую полку выпиливали уже непосредственно, Ничего прям себе. здесь на объекте. Почему? Потому что, идеальность трубы, она несовершенна, она у нас не идет под наклоном и еще и немножко загибается, и мы вот этот загиб повторяли в каждой полочке. Вышло очень интересно. А вышло, да, вполне достойно, вполне достойно. Но Действительно, это каждый ювелирная миллиметр работа, да, это продуман. ювелирная работа, то есть я тут прям сидела с мастером, и мы прям вот собирали его из кусочков, из 2 стеллажей. Ну и сделали здесь конвектор в полу вместо Да, той да. Я, невзрачной. если честно, вообще считаю, что очень любопытно, когда застройщики такие решения предлагают. Да, то есть у тебя просто радиатор, который не дает возможность тебе, ладно, подышать, он тебе не дает возможность даже помыть. Нечто нелогичное. Да. Ну, сейчас тут все вполне логично. Конвектор хорошо работает, вполне хватает тепла, но вот сейчас мы здесь Ну, то есть находимся, тепло. и здесь все как бы вполне комфортно. Так, у нас диван. Диван. Диван, Он же кровать. Он же кровать. И у этого дивана я тоже хочу рассказать, возможно, это поможет тем, у кого очень маленькие, крохотные апартаменты и квартиры. Вы, наверное, часто сталкиваетесь с тем, что диваны покупают маленькие. Типа маленькое помещение, маленький диван. А мы пошли от обратного. Почему? Потому что если ты, например, живешь один или хочешь днем передохнуть, или просто хочешь поваляться, почилить, почитать, тебе не нужно все это дело разбирать. Он у тебя уже полноценное спальное место, даже в собранном состоянии. Если ты не один, то разбирай. Там он разбирается в огромную кровать, спальное какой место размер с получается? хранением. Там, по-моему, 160, что ли, на 2 или 170. То есть нормально. оно прям вообще прям вот Полноценное. заканчивается где-то так, можно ходить, все вымерили. Ну и самое главное, да, что ты можешь и так валяться в нем, просто не разбирая ночью. Вот, такие дела. Он, значит, у нас выполнен из натурального велюра. Этот материал, на любителя. Лично я и заказчица любители, потому что он оставляет пальчиковый эффект. Поэтому вы, когда выбираете, вы можете для себя решить, вам с пальчиком или без. У нас есть пальчиковый эффект, и диван, он как бы все время меняет, да, свой цвет, в зависимости от того, куда волокно повернуто, он может быть более серым или более голубым. Декор в виде рыбы. Ну что, как-то так. Давай про текстиль еще, наверное, тебя спрошу. Да. Это blackout шторы, нет? Эта штора не blackout, но на самом деле, как ты видишь, она практически blackout. Здесь мы решили как пойти. Мы, естественно, не ставили задачу делать 2 полноценные шторы. Почему? Потому что геометрия достаточно
специфической, и у нас бы эта штора перекрывала часть окна, либо мы их как-то собирали. В общем, это всегда было бы неудобно. В одну кучу двигать, тогда нужно двигать две шторы, в две стороны открывать, тогда ты перекрываешь окно. В общем, мы в итоге просто заказали длинную, широкую штору, и она у нас одна, которая полностью блокирует окно ночью. И тоже, где карниз, я вижу подсветка, да. Мы здесь сделали светодиодную подсветку, причем светодиодная подсветка, она у нас не дешевая, мы здесь тоже не экономили, и у нее нет точек, да, то есть она равномерная. Вообще светодиодная подсветка, когда выбираете, об этом действительно важно думать. Она, как бы, чем мы более бюджетные варианты выбираем, тем мы больше видим вот эти непосредственно точечки, да. А точечки, они тоже раздражают глаза, ну и визуально какой-то шум создают. Наверное, это никому не нужно, да, в своих пространствах. У нас картина. Картина выполнена на заказ. Она огромного диаметра, она 90. И выполнена она прям непосредственно под интерьер и собирает все цвета в интерьере. За шторы есть еще розетки для вечернего использования, там, не знаю, сидеть с телефоном, с книгой, с чем угодно. У нас есть полка тоже для удобства использования в ночное время. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там много классных идей для интерьера. Если хотите стать героем и провести рум-тур для In My Room, пишите на эту почту, она указана здесь. Пишите небольшой рассказ и прикладывайте фотографии своих реализованных интерьеров. Возможно, вы тоже станете героем. Санузел около 3 метров, но кажется визуально, что он больше, да. Первый За вопрос счет чего? По плитке, понятно, да, что тут разные варианты плитки, а вот над ней получается такое же решение под вот эту мазанку, да, с покраской. Ты очень-очень, я рада, что ты это и заметила и называешь, это за что кантик? это правда похоже на мазанку. Да, и кантик какой-то, двойной такой. Что это? Сборная конструкция. Это сборная конструкция. У нас здесь остатки плинтуса из дюрополимера, это серенький. А сверху, если ты обратишь внимание, это мы специально докупили небольшой узкий профиль. Ровно такой же профиль создает имитацию окна в гостиной. А и зачем такое решение? Зачем такое решение? Ну, на самом деле, нам чего это дает? Нам это дает возможность, ну, во-первых, добавить какое-то интересное решение, добавить рельефа. И у нас есть стык между плиткой и дюрополимером. И этот стык, он не самый аккуратный был. Мы решили, что таким способом мы облагородим стык керамогранита. Да, пирог. Ну и на самом деле, мне кажется, это смотрится очень интересно, да. А как ведет себя дюрополимер в мокрой зоне? Потому идеально. Он вообще приспособлен к тому, чтобы на него лить воду, потому что это, по сути, прессованный пластик. Поняла. Он прям живучий. Не бойтесь, используйте спокойно. Сама душевая, она в строительном, да, исполнении. Да, здесь везде одинаковые керамогранит. Здесь, смотри, здесь от застройщика должна быть душевая значительно меньше. Раковина должна быть со стиральной машинкой. Ну и унитаз остался в своем месте. Мы немножко переиграли здесь все. Мы переместили раковину и сделали отдельную стиральную машину, чтобы была возможность получить хранение большое. Да. Душевую мы тоже за счет этого подвинули, подняли, сделали в строительном исполнении, да, все верно. Сделали уклон и большой трап с гидрозатвором. Керамогранит точно такой же во всей и здесь. Это опять-таки оправдано из-за квадратных метров. Да? Чем у нас единее смотрится пол, тем больше кажется площадь. Это прям такой закон, который важно выполнять при проектировании микропространств и маленьких студий, а здесь все-таки она крохотная. Так, это керамогранит, а если любопытный зритель поймет, что вот это такое за плиточка, мне будет очень приятно. В плане... Ну, это ретро-плитка, и ее каждый день видят все, но, наверное, никогда не видели в помещении. Ничего себе, ты заинтриговала. Да, пишите в комментариях, наверное, кто догадается. Да, если кто догадается, пишите. Я с удовольствием почитаю, если кто-то угадал, будет классно. Кто знает, тот пусть не подсказывает.
Я потом за кадром спрошу, что это. Но я тебе и сейчас могу рассказать. По хранению еще я смотрю шкафчик, да, зеркальный, такой смотри, пузатый. у нас по хранению у нас хранение нижнее, у нас хранение в зеркале, оно большое, полноценное, оно с подсветкой, причем подсветка здесь непростая, она здесь сразу с несколькими вариантами, можешь сделать холодную и теплую, соответственно, для косметики. Это важно. Это важно, да, то есть ты можешь управлять и для ночного, и дневного освещения, и для косметики, и просто для отдыха и всяких дел. Вижу сушечку. Сушка необычная, я позволю себе подвинуть немножко наше хранение откатное. Сушка у нас мобильная. Убирается. И легким движением руки может превратиться в совершенно незаметную плоскость. Скажи, вот сразу такой каверзный вопрос. А как постельное белье на ней сушить? Мне кажется, оно прекрасно. Мне кажется, Мне кажется, нормально, если честно. Я что думаю по этому поводу? У меня есть ответ на твой вопрос. Мы специально брали хорошую сушку, и она металлическая. На ней, мне кажется, даже можно оператора. Ладно, шучу. Она у нас металлическая, она рассчитана на очень большой вес. Очередная птичка, коих у нас 3 в интерьере. Птичка-ручка, и она скрывает за собой коллекторный узел. Его не было. Изначально здесь просто все было зашито гипсокартоном, но мы вырезали, у нас тут коммуникации проходят с этой стороны, и появился небольшой лаз, мы вырезали уже по месту отверстие, да, и в него уже в будущем на заказ сделали хранение, сделали водонагреватель, и для удобства сделали легкий доступ к счетчикам, и сделали дополнительные полочки, чтобы все наши банки туда, дополнительное ограждение, чтобы наши банки туда вниз не падали. А это проточный, да, водонагреватель? Да, это проточный, но зачем здесь накопительный? Я думаю, что, честно говоря, не имеет смысла. Да и площадь у нас не позволяет тут еще огромные бойлеры возводить. У нас есть необычный, достаточно вертикальный радиатор. Полотенцесушитель, да. У нас есть необычный полотенцесушитель. Он вертикальный, он непосредственно, я думаю, хорошо здесь работает с пространством, потому что у нас маленькие простеночки, у него есть крючки удобные и есть розеточка. Электрический. Он однозначно электрический, потому что водяной это всегда риск. Водяной полотенцесушитель может сделать вам очень неприятный сюрприз однажды, с электрическим это не произойдет. И плюс к этому, если вы устроили себе избу-читальню, то вы можете отключить ненадолго полотенцесушитель и посидеть в телефоне, посмотреть In My Room. Правильно. Так, а расскажи, тут какие-то 2 вида вытяжки или это два одна отверстия? Да. Какая-то любопытная, все знаешь. Эти на самом деле отверстия здесь сложились не просто так. От застройщика здесь шла труба вентиляции. Она прям шла. Это был просто вот такой короб, страшный, некрасивый, и он прям вот так под наклоном прорезал все пространство. Мы очень долго думали, как его обыграть, и в основном жители этого апарт-комплекса, они просто зашивают и делают санузел очень его низким. можно убирать вообще? Это же вентиляция. Дело в том, что его бы не нужно было бы убирать, если бы у нас не было обратной тяги. У нас на самом деле, то есть мы его убирать не собирались. Мы хотели его обыгрывать, здесь делать конструкцию из декоративных балок, которые бы у нас просто... Мы точно не зашивали бы потолок, потому что я считаю, что это просто невозможно. Да, когда у тебя и так маленькая площадь по полу, но ты хотя бы потолком тогда должен как-то создать себе ощущение воздуха и вообще просто пространство совершенно по-другому воспринимается, потолок высокий. Так вот, в какой-то момент мы поняли, что мы все время чувствуем, кто жарит картошку, кто курит, кто что. В общем, когда мы поднесли зажигалку и начали проверять, что происходит, у нас была обратная тяга. У нас не выдувало, а вдувало. И, соответственно, спасать то, что чужую картошку мы не стали, мы просто обрезали, потому что устранить это невозможно, а тяга обратная.
Ну и установили, соответственно, еще дополнительную Просто сделали вентиляцию. заглушки, да, и сделали дополнительную вентиляцию, которая здесь у нас работает, да. Мы не блокировали. Если что, то как бы вентиляция, она есть. Я вижу, да, Да, зазоры. она есть. Мы ее оставили, мы просто технически отрезали то, что у нас не работало. У In My Room есть свой подкаст, где можно послушать кучу полезной информации про дизайн и не только. Про стройку, про ремонт, про растения, про свет. В общем, миллион информации. Подписывайтесь на всех платформах, ссылка в описании. Мы тут увидели, что у тебя душ, мало того, что он какой-то такой интересный, сложенный, так еще на самом креплении крючки существуют. Да, на самом деле, выбирая душ, я бы посоветовала, во-первых, не экономить, взять обязательно еще тропический, потому что это очень комфортно включить и просто не держать с собой. Это приятно, когда он сверху течет вода. И да, у нас есть дополнительные крючочки, на которых можно повесить всякие мочалки. И также у этого душа есть еще функция поворота. В общем, выбирая смесители, вам обязательно нужно думать, вы какие задачи пытаетесь закрыть. Да, и, собственно говоря, может быть, лучше переплатить пару тысяч, но получить реально то, что будет доставлять вам удовольствие очень долго. Настало время, к сожалению, прощаться. Обязательно пишите свои пожелания, мысли, идеи, комментарии, ответ на мой вопрос внизу под этим роликом. Я отвечу на все вопросы. Постараюсь в любом случае. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока-пока.